Пока горела эта спичка, в России произвели около 250 килограмм сливочного масла. Пока я вам это говорил, произвели еще 250 килограмм. К концу данного ролика Россия произведет уже около 2,5 тонн масла. А за год эта сумма вырастет до 260 тысяч тонн масла. Из всего этого многообразия наша с вами задача как потребителей выбрать качественный продукт. Сливочное масло в последние годы становится все более обсуждаемым продуктом питания. Одни намазывают его на хлеб, едят с блинами и пирогами, другие обходят стороной, боясь повышенного холестерина. Кто же прав? Есть масло или нет, и как правильно его выбрать? Обо всем этом расскажу в сегодняшнем выпуске. Что такое сливочное масло? Сливочное масло – это продукт, изготовленный из высокожирных сливок, которые получают из молока. По сути, это концентрат молочного жира, высококалорийный, но легко усвояемый. Масло усваивается нашим организмом на 97% по сравнению с другими животными жирами. Как делают масло? В промышленных масштабах в основном масло изготавливается способом преобразования сливок с жирностью 70-85%. Если выложить масло на стол при комнатной температуре и оставить его на полчаса, оно не должно таять и расползаться. Если вы это замечаете, то это следствие нарушения температурного режима на стадии изготовления. Структура масла должна быть однородной, плотной. И при температуре 12-14 градусов масло ломаться, крошиться не должно. Как проверить качество масла? Уберите пачку масла на 30 минут в морозилку, после этого достаньте и отрежьте ломтик. Если масло раскрошилось, сломалось, потрескалось, то его качество оставляет желать лучшего. Если же масло отрезалось легко, появились капельки жира, продукт хороший. Кому можно сливочное масло, а кому нельзя? Со времен Советского Союза людей запугивали вредностью сливочного масла. Говорили об опасности образования холестериновых бляшек и так далее. Это мне мама рассказывала. Сегодня же сливочное масло выставляют продуктом, богатым полезными жирами. Его рекомендуют есть для активности мозга и повышения энергии. Есть или не есть – это вопрос сугубо личный. Я люблю начинать утро с кусочка хлеба и масла. Но есть и некоторые рекомендации по состоянию здоровья. Например, при избыточном весе больше, чем на 15 килограмм, артериальной гипертензии, после инсульта, при атеросклерозе, непереносимости лактозы, гастрите, панкреатите и колите сливочное масло лучше избегать. Иначе симптомы заболевания могут обостриться. А вот кому масло показано, так это женщинам при аменоррее, сбоях в цикле, в период менопаузы, а также всем людям с заболеванием опорно-двигательного аппарата, при воспалительных процессах, дефиците веса и пониженном давлении. Как выбрать масло? Если вы не едите масло, можете выключать видео. А вот любители этого продукта, делайте звук погромче. Сейчас я расскажу, как выбрать качественное масло на прилавках любого магазина. Порой за красивой упаковкой может прятаться вовсе не масло, а спред, маргарин или заменитель молочного жира. Есть несколько критериев, по которым определяется хорошее сливочное масло. Первый. Настоящее сливочное масло изготавливается по ГОСТу 32261 от 2013 года. Ищите эту надпись на самой упаковке. Если ГОСТ не указан или указаны другие цифры, скорее всего, это спред. Спред – это дешевый продукт, своеобразный аналог сливочного масла. Еще его называют маргарином. Спреды готовят из смеси нескольких видов жиров – растительного и животного происхождения. Второй. Жирность качественного масла составляет 82,5%. Все, что ниже, это спред. Третий. Еще одно отличие масла от спреда – оно хранится не более 35 суток.
Если на упаковке указан срок хранения 60 или 90 суток, это масло низкого качества. Четвертый. Важна марка. Не буду в этом видео выделять своих фаворитов. На вкус и цвет, как говорится, товарищей, нет. Ознакомиться с лучшими марками сливочного масла вы можете и самостоятельно на сайте Росконтроля. Ссылку оставлю под видео. С чем сочетается сливочное масло, а с чем нет? Сливочное масло сочетается с хлебом, ягодами, вареньем из ягод и джемами, крупами и специями. А вот таких сочетаний, как сливочное масло и животный белок, например, курица или свинина, или сливочное масло и фрукты, стоит избегать. Такие сочетания для здоровья пользы не принесут. Будет большая нагрузка на все пищеварительные органы и организм в целом. Два вида белка не сочетаются в принципе, потому что печень не будет справляться с такой нагрузкой на нее и не сможет переварить такое количество белка. А что касается фруктов, то они вообще ни с чем не сочетаются и едятся как самостоятельное блюдо. На этом все. Изучите масло в своем холодильнике. Сделайте выводы и покупайте только качественное сливочное масло. Был рад предоставить вам эту информацию. Пока!